Всем привет! Наконец-то я добралась до нового дополнения Sims 4, снежные просторы, насколько я помню. Но у меня что-то с ним совсем не сдалось. Сейчас я вам расскажу, что да как. Пока я буду строить этот миленький домик, который я чисто технически достроила, но вы не увидите, как я обставляла второй этаж, потому что, потому что у меня все не задалось с этим дополнением с самого-самого начала, потому что я честно смотрела презентацию от самих разработчиков этого дополнения. Я так посмотрела и поняла, что, блин, оно такое классное, там так много нового, все эти уровни и все такое. В общем, я не смогу, у меня не получится так красиво строить. А потом, когда наконец-то вышло дополнение, все симы-строители, в общем, начали бесконечно строить. И это было так красиво, фантастически, все какие-то там бани, курорты. В общем, это было очень красиво. Я подумала, что все, я вообще не буду строить, не хочу строить, потому что, в общем, мне далеко до всех этих товарищей. И я не смогу с платформами справиться, потому что мне казалось, что у меня вообще не хватит фантазии это все сделать. И я еще подумала о том, что можно было бы корейские домики какие-то построить, потому что раньше я смотрела очень много корейских сериалов, и мне казалось, что я очень хорошо знаю, как построен корейский домик, как он устроен. Потом поняла, что нет, ничего я уже не помню, ничего я не построю. Со всеми этими садиками, баньками, источниками горячими. В общем, я сама в себе разочаровалась, расстроилась. Плюс у меня совершенно, честно, не было времени, когда вот как раз вышло дополнение для того, чтобы строить что-то, потому что у меня были запланированы ролики, и нового я ничего просто физически не успевала строить. Я, в общем, как-то поддерживала на плаву остальные свои каналы, потому что, у меня есть еще 2 канала, и один из них основной. Я как-то там, в общем, поддерживала у них жизнь, и занималась своими делами, я подумала, что ладно, сейчас я немножечко разгружусь, и вот-вот я дойду до этого дополнения. И, наконец-то, вчера я до него дошла, и, видимо, я настолько сильно его боялась, что у меня даже дополнение не захотело сначала устанавливаться, потом оно начало спорить с моими симсами. Я не знаю, что это такое, это просто как-то, просто типа вырубали симсы. Я устанавливала, переустанавливала, что только не делала, какие танцы с бубнами я только не танцевала. В общем, как-то получилось, но придется, наверное, все опять переустанавливать, все вместе, потому что игра вылетает, пока вот я записывала этот ролик, она несколько раз вылетела. В общем, какая-то не судьба, как мне казалось, что я настолько боялась этого дополнения, что в итоге она такая сказала, боишься, значит, не надо с нами вообще работать. Вот, в итоге, в общем, как-то и с самим дополнением были проблемы, и потом я наконец-то зашла, все, начала смотреть все предметы. Я, конечно, на трансляции помню, что они там презентовали, но все равно мне хотелось как-то рассмотреть все это дело. И я поняла, что у меня вообще нет идей. То есть, как бы они есть, идеи, но такое ощущение, что ничего нету, и я ничего не могу построить, и у меня как-то в голове нет никаких таких вот вещей, которые бы мне хотелось построить. И, в общем, я отложила еще на один день, думаю, ладно, мне что-нибудь приснится, я что-нибудь построю. В итоге вот я придумала такой домик, знаете, который для отдыха, что приезжаешь, расслабляешься. Есть все необходимое, но очень много каминов, здесь тепло, уютно. В общем, это такой домик не для жизни, а для отдыха. Я бы тоже хотела такой иметь домик, если честно. Вот, начала его строить. В общем, игра мне постоянно говорила свое фе, потому что ей не нравилось, что я делаю вообще. Вот, в общем, с горем пополам я построила этот дом, но потом в итоге обнаружилось, что часть видео не записалась, которая вот с обустройством 2-го этажа, и я уже поняла, что переделывать я не хочу. Я записала в начале достаточно большую превьюху, чтобы можно было понять, что происходит в этом доме на 2-м этаже. Мне показалось этого достаточно, надеюсь, вы меня простите, и будет достаточно как раз этого. Вот, так что здесь я поселила одну барышню с котами,
здесь может и больше персонажей жить. Ну, в общем, этот дом максимально простой. Здесь вообще ничего такого нету. То есть я даже с этими платформами никак сильно не игралась. Я их чуть-чуть добавила. И то я обнаружила чудесную вещь по поводу того, что когда ты добавляешь платформу, исчезает стенка, к которой он примыкает. И это оказалось катастрофически неудобно. Потому что вот в домах пропадает стенка, и тебе нужно восстанавливать это все дело. Либо изначально как-то делать платформы, а потом только устанавливать стену, но это, в общем, как-то странно. В квартирах же я проверяла эти платформы, они тоже не очень везде хорошо ставятся, то есть, конечно, стены не исчезают, но не везде их можно под стенку поставить, то есть были квартиры, где я не смогла полностью сделать платформу, примыкающую к стене, и это было очень странно, то есть там то ли окна им мешают, то ли что. Вот. Вторая проблемка, которая у меня возникла с платформами как раз в этом доме, что сами по себе платформы взяли и поднялись на много уровней, то есть это то ли я ткнула как-то неудачно, то ли они так сделали сами. И потом оказалось, что в маленьких комнатках остались поднятыми эти платформы, а я этого не заметила, и в итоге долго промучилась, пока поняла это все дело. Это было, в общем, очень странно, так что учитывайте это дело. Ну, я думаю, что те, кто смотрит, у них уже есть дополнение, вы уже немножко помучились с этими платформами, хотя, конечно, эти платформы, они классные, ну, то есть они могут очень классно разнообразить теперь наши постройки, и вообще сама идея, это гениально, наконец-то можно много разных уровней, и я всегда мечтала, чтобы кровать у Симов была немножко приподнята как бы на такой тоже платформе. Мне кажется, это очень удобно и симпатично, но здесь я этого не сделала, потому что я, в общем, не так сильно проявила фантазию, как мне хотелось. Вот, но я зато более-менее рассмотрела все дополнения, не всю мебель, конечно, но так более-менее. Я, кстати, еще в геймплей не играла, не каталась на сноуборде, ни на чем. Я еще попробую это дело. Я вообще такой человек. Я, конечно, для блогера-строителя симошного у меня очень плохое качество в том плане, что я очень долго пытаюсь понять новое дополнение, очень долго его рассматриваю, смакую, в общем, как-то привыкаю, и это не очень хорошее качество, потому что уходит ценное время, и там уже никто не смотрит, уже не такая новинка, не так интересно, но мне прям нужно время, то есть здесь я уже за счет того, что я так опоздала, и так у меня... Я практически больше, чем на неделю позже начала это дополнение испытывать. Вот. Я уже как-то так, как получилось. Так вообще я бы взяла себе еще времечко немножко его поюзать, посмотреть вообще что да как. Потому что, конечно, мебель фантастическая, классная, мне очень нравится. Правда, она, конечно, в очень определенном стиле. Это немножко расстраивает, потому что не такая она универсальная, как хотелось бы. Но за вот эти мебель для кухни я душу продам, потому что наконец-то у нас с пустыми полочками, и тут можно заполнить, и даже в комплектик есть стопочка этих тарелочек, в общем, которые можно туда наполнить, и эти полки глубокие, там можно даже в 2 ряда сделать, я там немножко наполнила свои полочки, но не так прям уж сильно, потому что я спешила сегодня, но все равно это такой, конечно, кайф, наконец-то открытые полки, я думаю, что можно еще комбинировать с обычными, в общем, как-то дальше уже можно с ними играться, но само по себе вот это, оно, конечно, гениально. И да, на кухне я забыла холодильник, это да, в общем, заметно, что я немножко спешила и забыла холодильник, и потом я его добавлю, такой маленький холодильничек из студенческой жизни, он очень хорошо, кстати, вписался, вот, но, да, что-то я немножко
немножко не очень в этот раз. Вот. По другой мебели, да, вот эти все шкафчики, они, конечно, такие явные с Японией, все это связано. Оно, конечно, прикольно, но сложновато, мне кажется, комбинируется с остальной мебелью. То есть, например, в эко-стиле, то, что у нас было, оно более как-то комплектовалось с остальной мебелью лучше. А в этот раз, такое. Как отдельная мебель классная, мне нравится. Вот этот коврик прикольный. Книжный шкаф, кстати, интересный. Тот, который значится книжным шкафом, я еще не проверяла, он работает как книжный шкаф или все-таки нет. То есть вот эти открытые полочки и отдельно полочки, которые с тоже каким-то наполнением. То есть они уже начинают, уже заметно, что, знаете, такие сложно сочиненная мебель, то есть сложно сочиненный декор, где не просто у тебя полка, а у тебя полка уже с наполнением, с какими-то чайничками, с какими-то штучками, дрючками. В общем, это уже гораздо интереснее смотрится. Это у них началось пару дополнений назад. Мне кажется, с Tiny Living они начали постепенно. То есть вот в Tiny Living есть эти полочки на кухню и в ванную. Такие наполненные, интересные, и в которые можно дополнять. Мне кажется, они с тех пор начали добавлять такие вот полочки, такие детальки, более живые, интересные и прям такие вкусненькие, вкусненькую мебель, которую можно разглядывать, подополнять. И мне очень нравится эта их традиция, то есть они продолжают это делать. Отдельное умиление — это, конечно же, эти столики низкие, в которых можно типа греться. Это реально существующие штуки, но это, по-моему, больше корейские, чем японские, как мне казалось всегда. То есть в Корее это такое традиционное место. Они всегда все делают на полу, они спят на полу, и у них вот эти вот столики, они служат как обогреватели в принципе. То есть у них нету зачастую центрального отопления, и люди в квартирах так греются. То есть они там сидят, спят, дремлют, общаются, кушают за вот этими столиками, где внутри специальный механизм, который греет просто. И они как бы вот этим одеялком накрываются и греются все вместе. То есть это такая очень характерная штука. Может быть, в Японии тоже. Тут немножко как-то я заметила, что Китай, Япония и Корея немножко смешаны в этом всем дополнении. Потому что я слышала и про там возмущение корейцев, что там какую-то, в общем, святыню неправильно сделали, что потом исправили, и японцы там что-то возмущались, в общем, что им что-то не понравилось. Так что все немножечко повздорили, но EA Games, насколько я знаю, они все уладили, всем все в итоге понравилось, что радует, что они так быстро откликаются на какие-то такие вещи. Но нам непонятно, но, наверное, для них было бы обидно. Пока то, что для нашей нации не было обидно, ничего такого не было. Я думаю, что если бы мы что-то заметили, тоже бы отреагировали на наши просьбы. Так что, конечно, дополнение мне понравилось. Оно такое большое, красивое, но мне нужно все-таки как-то его разведать. Но я постепенно буду это все делать, потому что у меня есть много проектов, которые я хотела бы реализовать. И отдельный респект, конечно, за узоры на окнах. Это вообще что-то фантастическое. Мне очень понравилось. Очень атмосферно. Это все очень красиво, но чем буду пробовать, потому что очень страшно, очень как-то, не знаю, как-то буду бороться сама с собой, буду наслаждаться этим дополнением, буду вас радовать новыми постройками. Все, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.